Скажем, есть игровой треугольник у нас в команде. Это я, Валера и Женя сейчас. Это те, кто играет в связке, так вместе всегда практически, на каждой карте. То есть, если брать Мираж, к примеру, я с Женей хожу в мид, а Валера в подвал, и мы как бы все, получается, втроем за мид играем. И также за сторону защиты. Женя играет в коннекторе, а Валера в зиге, а я, в окне и там, понятное дело, в других точках. И, так скажем, своим действием мы навязываем игру сопернику. А есть крайние точки, это опорники и люркеры, если брать разные стороны. И это у нас Капачо и, получается, Топа либо Фир. Мы эти 2 недели много очень общались. Ну, на Bootcamp будем больше, но тоже там было много обсуждений. Вообще просто, чтобы понять, как мы будем хотя бы играть. И тренировались в праке, но из-за того, что у нас постоянно заменяют игроков, то так было сложно тренироваться. Когда меняется любой игрок в составе, это все равно какой-то стресс для команды. Все равно надо как-то привыкать, подстраиваться под этого игрока. То есть связки нарушается связка с другой точкой, то есть не просто. Короче, все идет по-другому совсем. Ну, сложность тренировок, самое главное, заключается в том, что мы постоянно меняемся. То есть хотелось бы больше времени уделять индивидуальным связкам, возможно, каким-то индивидуальным моментам вот, с теми игроками, с которыми я играю на точках. Вначале мы менялись, половину праков в день играет Топа или я, ну и, соответственно, мы так и менялись. А дальше, когда начались официальные игры, у кого официалка, он день-два за это, он целыми днями играет, чтобы набрать форму. Кто проигрывает официалку, тот, соответственно, меняется на следующую. У нас такой договор с Топой. За 2-3 недели ты не подготовишь все 6 карт. Это нереально. Вообще у меня волнения никогда не было на официальных играх, потому что сыграл там нормально карт до этого, официалок. Но в первой игре у меня было условное волнение, какое-то давление небольшое. Не знаю, с чем это связано. Может, из-за того, что я играю под крутой организацией, скорее всего, с этим. Отмечаю Фира, например, не потому, что у него 2-1-8 ребята, но вот видно, что довольно много волнения, и если будет дальше пауза, то было, или просто даже без паузы сказать, чтобы он, какие-то слова ему, чтобы он успокоился, потому что видно, что все-таки не так у него все идет, как хотелось бы. Я могу объяснить это тем, что лично у меня в первой игре с Винстрайками был какой-то мандраж, волнение. Не играл в свою игру. Была какая-то структура, которую мы выработали, но не более. То есть не было каких-то, не то что рандомных агрессий каких-то лишних, которые именно решающий фактор вносят. То есть как-то на неждан выйти, дать в лицо и все, и уйти. То есть что-то в таком духе. Поэтому, это и есть опыт. Ты не готов, ты не знаешь, даже, можно сказать, чего ждать от своих, не то что соперников, а тиммейтов. Ты не знаешь, что он, так скажем, излюбленные его действия. Ты как бы сам еще можешь эту карту не играть и, так скажем, подзабыть там тайминги или еще что-то, всякие расклады. Это сыграло огромную роль, я считаю. Мы почему-то не делали просто те расклады, которые мы делали на праках. Все как-то потерялись, каждый по чуть-чуть и все. Там один ключевой раунд был, когда меня в Бадоме убили. Опять же, была проблема в коммуникации. Мы с Валерчиком не договорились, что будем делать. Там прошла инфа, что быстро зиг прошел. И мы такие, давай займем Бадом, давай не займем, давай займем. И на 4 раз уже пошли, и уже остались в полупозиции, нас убили, и все. Сразу после матча мы смотрели демку ночью. После демки я еще пошел 5000 ботов убил, тогда пошел спать, мне как-то более проще стало. Пересмотрели ошибки, я выписал себе типсы и не буду больше совершать эти ошибки. Но хотел бы добавить, что после таких игр в руке как бы скилл прибавился, лично у меня. Но я это почувствовал. Начал лучше играть после этой игры. Со шерами, не знаю, это не было вообще никакого давления, то есть мы против них тренировались уже. По моим ощущениям, честно говоря, была просто обычная игра. На Инферно, я не знаю, мы как-то, мы не делали то, что мы обсуждали. Возможно, мы немного возможно, разволновались, возможно, не были готовы выиграть в этой игре, да, то есть, возможно, где-то сказался опыт. Конечно. Потому что Инферно такая карта, где этот опыт очень тяжело сбалансировать. Трейн мы тоже не очень много готовили, но все равно мы успели поиграть там день или два праков на этой карте. Сложность была в том, что, наверное, мы довольно не сыгрались.
Мы смотрелись неуверенно на Нюке просто из-за того, что мы не играли эту карту, мы ее не разбирали и не смотрели. Я вообще демки не смотрел никогда на Нюке. То есть я, в принципе, эту карту не играю. А как команда, тем более, у нас очень мало времени было уделено до официальной игры на карты. И нельзя за это время было успеть разобрать там Нюк, Даст, Вертига, что-то еще. У нас были приоритеты на другие карты. Вот, соответственно, Нюк просто сошелся в банпике. Вот там был вариант еще другая карта, но мы ее тоже не играли. Соответственно, мы решили пикнуть Нюк на авось. И в итоге вот так вот. А на Мерже там были такие какие-то обидные раунды, которые проигрывались. Но мы играли лучше, чем в первой игре на Мерже. Намного. Мы чуть больше делали того, чего тренировали, там не так сковывались. Мы делали то, что у нас было, и типа я не обращал внимания на там то, что я умираю или еще что-то, или я кого-то убиваю. За счет того, что я взял клатчи, типа я набрал уверенности в себе. Кирилл включился во второй половине, мы дали камбэк, довели до допов, могли выиграть без допов. Вот, и на допах просто не повезло, там один раунд бывает. В нынешней мете не считается зазорным за защиту выйти, поджать одну из линий. Наоборот, ты получаешь очень много информации, и за счет этой информации можешь в дальнейшем действовать. Возможно, какие-то проблемы, кстати говоря, у эфира, потому что, да, он... Я тильтанул, ударил по столу, вырубил, начал орать, да. Родители сказали, что такое. Ну, не обидно было очень, просто в официальном матче такая тема. Да, еще и важный раунд. В какой-то момент мы почувствовали, что мы реально можем выиграть. Но опять же, туча ошибок. Мы изначально выиграли 4-0 вроде, я не помню. Да, там один раунд обидный отдали, я тоже ошибся. Неправильно понял информацию. Втыкали, короче. Если бы мы играли свою игру, я уверен, что мы выиграли. Но если брать общую картину, что было вообще в той игре, то ее можно было сравнить с первой нашей игрой. Первая игра имеется в виду против Винстрайк. То есть вот у нас было все, но мы этим не пользовались, и получалось просто вообще непонятно что. И, так скажем, психологическая составляющая, она типа дала себе знать, и не подготовлены были. Кирюша удивил больше всего. Ну как удивил? Когда у тебя авик бегает по карте, убивает типов, это очень круто. Я был рад после игры со шерами, что у нас такой снайпер. Да мне как и на кемпе, так и сейчас очень удобно, когда сбоку есть Валера. Я чувствую себя более уверенно, потому что понимаю, что стоит Валера со мной, и он будет убивать людей. Такой терминатор. Не знаю, меня все удивили, что в команде очень круто играют. Я изначально думал, что будет чуть не так. Честно, это много моментов, там сколько клатчей Кирилл выиграл на официалках с авиком. И я помню свои -4 или эйс, что-то типа того, как я на нюке файнился с крокодилом бегал. Не знаю, много моментов в голове. Больше всего ошибки запомнились. Мне больше всего запомнился, когда я между, выход был на трене, Сока принял. На самом деле было много крутых моментов. Там Валерчик раздал на трене на сэндвиче. Женя с крокодилом на нюке. Господаров клатчи крутые потащил. Капачу с P250 почти вытащил 1 в 3. Было много крутых моментов. Ну, как я клатч проиграл на Мираже. Это самое запоминающееся было. Это вообще, типа, прям очень, так скажем, задело. Ну, на самом деле, самый ключевой момент, это, наверное, как Валера отыграл на трене против Hellraisers. Это было что невероятно, он между просто жил, убивал как-то просто непонятным образом. Наверное, этот момент. Когда на 17-18 я остался 1 в 1, он просто, там ничего такого, но я очень запомнилось мне. Если бы мы проиграли этот раунд, то мы проиграли игру, а если выиграли, то были бы еще дополнительные раунды.